Жена великого циркача Гарри Гудини, Бесс, после его смерти начала устраивать спиритические сеансы, обещая огромную денежную премию тому, кто передаст ей сообщение от мужа. Многие пытались заработать эти деньги, но их сразу разоблачали. Чего же они все не знали? Шифра. Супруги договорились, что тот, кто умрет первым, передаст другому сообщение, зашифрованное оговоренным ими образом, если, как обещали спириты, такая возможность будет. В конце этого видео мы раскроем код Гудини. Еще в античности греческим полководцам было нужно хранить секреты. Что, если ваше донесение попадет в руки врага? Выход один — найти способ письма, непонятный для любого, кто не владеет ключом к переписке. Этот ключ и есть шифр. Он должен быть максимально простым в использовании и максимально сложным для разгадки. Спартанцы изобрели для этого скиталу, палку заданной толщины, на которую спиралью наматывают полоску пергамента, пока всю эту полоску вокруг скитала не обовьют. Потом напишут донесение по прямой вдоль палки, буква за буквой, строчка за строчкой, снимут ленту, а затем накрутят на такую же скиталу и прочтут. На скиталу нашлась управа — антискитала. Говорят, ее сам Аристотель придумал. Такая же палка, чтобы намотать ленту, но коническая. Найдут место, где текст вроде бы имеет какой-то смысл. Вырежут скиталу такой толщины, как антискитала в этом месте, и прочтут все тайны за милую душу. Тогда же Эней Тактик предложил новый шифр. Берется диск с 24 дырками. В греческом алфавите 24 буквы. Каждой дырке соответствует своя буква. Вот и начинай свое послание длинной нитью, буква за буквой. Аккуратно разматывая нить, тот, кто знает секрет, без труда прочтет сообщение. Правда, в обратном порядке. У римлян были свои идеи. Юлий Цезарь вел секретную переписку шифром имени себя. Вместо буквы пишется другая буква, на 3 места впереди ее в алфавите. Скажем, в кириллице имя Цезарь пришлось бы писать Йилтфа. Для незнающего секрет черт ногу сломит, а для знающего практически никаких проблем. Что еще от шифра надо? В Средневековье сначала у арабов, а потом и у европейцев появились зашифрованные алфавиты. Каждой букве соответствовала какая-то другая буква, цифра или знак. Такой шифр позже стали называть одноалфавитным шифром замены. Шифров Цезаря было всего 25, на единицу меньше, чем букв, а одноалфавитных — сколько хочешь. Но расшифровка таких шифров была возможна, особенно для искусного математика. Знаменитый математик Франсуа Виет, например, был таким хорошим криптографом, что король Филипп II всерьез обратился к папе, требуя сжечь Виета за то, что тот продал душу дьяволу, ибо без этого он не смог бы взломать испанские шифры. Основой расшифровки всех таких кодов был частотный анализ. В каждом языке есть буквы, встречающиеся чаще других, и вообще для каждой буквы легко подсчитать ее частоту в тексте. Сделав правильные догадки о самых частых буквах, расшифровщик подставит их в слова, потом узнает еще несколько букв и так далее. Идеально точно этот процесс представлен в литературе. В «Пляшущих человечках» Артура Конан Дойла и «Золотом жуке» Эдгара По. Просто перечитайте эти рассказы. Во-первых, получите удовольствие, ведь это шедевры, а во-вторых, сразу все поймете про частотный анализ. Лучше, чем Легран и Шерлок Холмс, объяснить не получится. Слабость шифров одноалфавитной замены многим дорого обошлась. Например, Марии Стюарт. Гениальный Томас Фелипес, расшифровщик королевы Елизаветы, без труда прочел ее зашифрованное письмо, в котором она соглашалась на убийство Елизаветы. Только эта улика и позволила приговорить Марию Стюарт к смертной казни. А вот еще шифр из Конан Дойла. С дичью дело, мы полагаем, закончено. Глава предприятия Хадсон, по сведениям, рассказал о мухобойках все. Фазаних курочек берегитесь. Непонятно? А вы прочитайте каждое 3-е слово. Кстати, подобным шифром пользовались и народовольцы. Все хорошо, только письма выходят длинные. В середине XVI века французский дипломат Блез де Виженер изобрел свой шифр, который был неуязвим для частотного анализа.
Раскрыть его смог только изобретатель первого компьютера Чарльз Бэббидж, но поскольку это произошло в самый разгар Крымской войны, не сразу опубликовал свои результаты, чтобы не навредить Англии. Была война шифров и во время Первой мировой. Послание министра иностранных дел Германии Циммермана президенту Мексики в начале 1917 года американцы расшифровали. И его текст «Предложение Мексики напасть на США» и сообщение о неограниченной подводной войне так их возмутил, что США решили начать военные действия. Не везло немцам с шифрами и на море. Русские водолазы, обследуя потопленный немецкий крейсер «Магдебург», нашли тело офицера, прижимавшего к груди блокнот с шифрами. Его немедленно передали англичанам, и долгое время все радиопереговоры германского флота были для союзников абсолютно прозрачны. Дешифровщики даже реально приблизили конец войны. Француз Жорж Пейнвин сидел над перехваченными радиограммами ночами. Похудел на 15 килограммов, но прочел немецкий шифр ADFGVX, что считалось невозможным, и указал, где немцы готовят наступление. Оно, конечно, провалилось, и немцы потеряли свой последний шанс. Пытаясь исправить положение, они начали выпуск шифровальных машин «Энигма», предложенных Артуром Шербиусом по идее итальянца Альберти, разработанной еще в XV веке. К началу Второй мировой «Энигмы» стали основой немецкой шифросвязи, и долгое время зашифрованные «Энигмой» сообщения были абсолютно неуязвимы. Но нашлась управа и на «Энигму». Сначала польский дешифровщик. Мариан Реевский взломал шифр «Энигмы» накануне Второй мировой. Немцы усложнили «Энигму», но это не помогло. Подводная лодка У-559 затонула на мелководье, а «Энигму» растяпа-капитан, унося с лодки ноги, не уничтожил, и тайна шифра накрылась медным тазом. Как могли обмануть опытных немецких дешифровщиков радисты белорусских партизан? Практически все они пользовались простейшими шифрами одноалфавитной замены. Что-то посложнее они просто не смогли бы освоить. А немецкие дешифровщики с помощью частотного анализа кололи эти шрифты как орешки. Тут-то, согласно воспоминаниям генерала Артемьева, и нашлось блестящее решение, затруднившее работу немецких дешифровщиков до предела. Грамотного персонала для него не требовалось, причем в любом смысле. Радистам приказали делать в своих радиограммах максимально возможное число грамматических ошибок. Действительно, сообщение о том, что «Чирус дырявню процлы Дэвид Тунков», «Тефа бронефрынс фартора» и «Ватальен пухеты» прочесть можно без всяких шифровальных книг. А вот с расшифровкой сразу беда. Частоты появления букв совершенно не те, что у аккуратных немцев в качественных словарях записаны. И ничего не выходит. Кстати, этот метод применялся и после войны. Известный преступник унабомбер Теодор Качинский, рассылавший бомбы по почте, он думал, что так можно бороться за свободу. Шифруя свои дневники, намеренно делал кучу ошибок, да еще и вставлял абсолютно бессмысленные куски текста, порой переходя на немецкий и испанский. Впрочем, сейчас даже безграмотность не поможет. С появлением современных компьютеров, к чему приложил руку и один из расшифровщиков «Энигмы» Алан Тьюринг, уже нет вопроса, удастся ли расшифровать секретное сообщение. Удастся. Вопрос лишь в том, за какое время. Может быть, расшифровка уже потеряет смысл? Мир шифров — это бесконечная гонка между самым изощренным замком и самой острой отмычкой человеческого разума. От палок античной Спарты до квантовых компьютеров будущего мы всегда будем искать способ скрыть свои секреты. А какой из методов защиты, описанных в видео, показался вам самым гениальным? Верите ли вы, что тайный код Гудини когда-нибудь будет взломан, или эта тайна должна остаться за гранью? Пишите свои догадки в комментариях. Мы читаем и обсуждаем каждый ваш вариант. Если вам было интересно заглянуть в закулисье криптографии, обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые расследования великих исторических загадок. Нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших роликов.
Спасибо, что досмотрели до конца, и помните, у каждого секрета есть свой ключ. Нужно только уметь его подобрать.